Всем привет, дорогие друзья! Мы снова отправились в небольшое путешествие по Вьетнаму. И, конечно, я не могу не поделиться с вами моими впечатлениями и, на мой взгляд, интересными местами, в которых мы побывали. В этот раз мы хотели сделать такой легкий тур, совместить пляжный отдых с посещением некоторых достопримечательностей. И наш выбор остановился вначале на городе Хойан, так как именно здесь прекрасно совмещается и пляжный отдых, и можно насладиться поездкой в старый город. И также мы еще побывали во вьетнамском Ангкор-Вате. Это древнейший храмовый комплекс Мишон. Возможно, кто-то помнит польский фильм «Заклятие долины змей». Так вот, он снимался именно здесь. Мне лично этот фильм очень нравился. Друзья, на канале появилось много новых подписчиков. И для тех, кто не знает, я уже давно живу во Вьетнаме. И у меня есть много интересных влогов о наших путешествиях по этой удивительной стране. Если вам интересно, ссылки на них я оставлю в описании. Мы, как обычно, отель заранее не заказывали. И по прибытию в город занялись активными поисками места, где нам хотелось бы остановиться. В прошлом году мы были здесь проездом, поэтому отели нас не интересовали. Но мы останавливались в Хойан лет 8 назад и, конечно, сразу хотели посмотреть отели, где мы уже жили. Но скажу сразу, тяжелый влажный климат, а также, возможно, не совсем правильный уход не сохранили эти гостиницы в хорошем состоянии. И многие другие, которые мы затем посмотрели, тоже не произвели хорошее впечатление. Почти везде есть такой неприятный запах в комнатах и явное присутствие грибка на стенах. Но вот после долгих поисков нам повезло найти очень симпатичный семейный отель. Он нам просто невероятно понравился. Кстати, если вы будете в Хойан, я его очень рекомендую. Во-первых, чисто, уютно. В отеле сделали полную реконструкцию, и он был как новенький. Как я уже сказала, отель выкупила одна семья, которая переехала из Ханоя. И они прямо там и живут. Поэтому контроль для персонала 24 часа в сутки. Хороший минималистичный дизайн, продуманный до мелочей. Вот такой номер у нас получается. Очень симпатично. Мне очень понравился шикарный балдахин над кроватью, чистейшее белоснежное постельное белье и пушистые полотенца. Небольшой балкончик, и там у нас море. Буквально перейти через дорогу и пляж. Вышли из гостиницы и идем на пляж. Oceanfront. Интересно. Ну и, конечно, главное достоинство – это близость моря. Оно прямо возле отеля. Надо только перейти дорогу. Должна сказать, что сейчас в Хойан выходов к морю осталось не так много. Надо ехать или идти довольно долго пешком до пляжа. А здесь было просто подать рукой. Поэтому мы остались здесь на несколько ночей и сделали вечерние вылазки в старый город, чтобы развлечься и, конечно, поужинать. Я рекомендую для посещения старого города именно вечернее время, когда зажигаются разноцветные фонарики на улицах, а также по реке плавают лодки, тоже все в разноцветных фонариках. Вечерний Хойан великолепен, совсем не жарко, нет такого дневного жара, дует приятный ветерок. Прогуливаясь по уютным улочкам старого города, мы заглянули в местный ресторан. Там нас встретила настоящая вьетнамская кухня. Ароматная, насыщенная, полная вкусов и специй. И вот, друзья, посмотрите, в этом ресторане даже вот есть что от комаров спрей. Что если кусаются комары, можно побрызгать. Наряду стоит вместе с
всеми этими соусами. Мы пробовали жареные роллы, бунча, курицу в бамбуке и многие другие блюда вьетнамской кухни. Все было очень вкусно. Этот ресторан открыла семья из Ханоя. А ведь именно ханойская кухня считается одной из самых вкусных во Вьетнаме. Также в этот раз у нас было больше времени, и мы решили покататься на лодочках по реке Тубон. Ой, у нас соревнования! Кто быстрее на лодке? Мы первые едем! Мы на перегонки едем, мы всех обогнали, ура! Вечер был теплым, над водой мягко рассыпался свет множества фонарей, а воздух наполнялся тихими голосами и легким шумом мотора. Самый волшебный момент наступил, когда мы спустили на воду бумажные фонарики. Каждый из нас загадал желание и бережно отпустил фонарик плыть по течению. Река наполнилась светящимися точками. Это было так красиво. Спускаемся на завтрак. Мы вышли пораньше. Сейчас 6 часов утра. Утром в гостинице нас ждал чудесный завтрак – шведский стол. Предлагались блюда и вьетнамской, и европейской кухни, так что каждый мог выбрать еду по своему вкусу. И также было много фруктов, сладостей и кофе. Для меня лично утро не наступает без чашки этого ароматного напитка. Обязательно супко, мутко, а это какие-то просто макароны какие-то. Много зелени. И зелень Да, по-вьетнамски. зелень Очень по-вьетнамски зелень. можно себе положить. Это такой паштет, да? Посмотри, паштет, да? Вот как интересно. Паштет, колбаска, яйца вареные и рис. А клей рис. Соль. Ой, соль, да, это вообще красота. Вот это очень И можно даже сверху лучком Вот и посыпать жареное. вьетнамский мясо. Мясо такое сушеное. Сушеное. Сушеное мясо. Очень характерно. Это характерно для вот этого блюда. В общем, честно скажу, этот отель мне реально понравился. И если будете в Хойан, я его рекомендую. Если для вас это актуально, я оставлю локацию на него в описании. И также мы с мужем решили сделать вылазку в очень интересное место. Мы съездили в Мишон, древний храмовый комплекс, расположенный примерно в часе езды от Хойана. Дорога в Мишон, не могу сказать, что была легкой. Мы ехали и по загруженным улицам, и по проселочным дорогам. Но нас с мужем, конечно, поверг в изумление, а на обратном пути и в шок один мост, который мы проезжали. Он настолько узкий, что по нему может проехать только одна машина и, прижавшись к перилам, один мопед. Прямо посередине моста есть небольшое расширение, сделанное для того, чтобы если встретятся две машины, они могли именно в этом месте разминуться. Когда мы ехали в Мишон, нам, можно сказать, повезло. Мы не успели заехать на мост. Я увидела машину, едущую навстречу, и как порядочный культурный водитель сдала назад и пропустила ее. Но вот когда мы ехали обратно, это было нечто. Как раз посередине моста собралось такое количество машин со всех сторон.
что никто не мог проехать, даже мопеды, ни в одну, ни в другую сторону. Мы были зажаты со всех сторон, и даже дверь нельзя было открыть. Ну, конечно, нашлись активисты, которые начали разруливать ситуацию. Каким-то машинам пришлось выехать с моста задним ходом. Все это сопровождалось колоритной руганью на вьетнамском языке. В общем, это была еще та поездка. Чуть-чуть еще, чуть-чуть еще, чуть-чуть еще. Вот так, чуть-чуть. Все проходит. Левее. Чуть-чуть, все, стоп. Ну а теперь продолжу рассказ о Мишон. Так, вот мы приехали в долину змей. Ура! Здесь надо купить билетики. И сейчас пойдем. Добираться непосредственно к этому храмовому комплексу совсем непросто. Сначала надо пройти около километра пешком. И оттуда едут электрокары. Но они тоже не доезжают до цели путешествия. Кстати, не знаю почему. Дорога вполне позволяет это делать. И дальше надо пройти по жаре еще около 2 километров. А вот видишь, тут остановка есть, посидеть можно типа. Но могли бы пустить по дороге еще электрокары, чтобы можно было подъехать прямо туда. Конечно, далеко идти надо пешком, поэтому надо готовиться, потому что надо идти далеко. По дороге есть такой фонтанчик, можно, наверное, лапки помыть, кому жарко, а здесь очень жарко. И если у вас останутся силы, насладиться развалинами древнего города. Что, в общем, мы и сделали. Бамбуковый мост. Это место словно спрятано в джунглях и окружено горами, создавая ощущение тайны и древности. Мишон был духовным центром королевства Чампа, существовавшего на территории Центрального Вьетнама с 4 по 13 век. Храмы, построенные из красного кирпича без использования цемента, посвящены индуистским богам, в первую очередь Шиве. Несмотря на века и разрушения, многие строения сохранились. Они выглядят словно выросли из земли, заросшие мхом и обвитые корнями деревьев. Кто был из вас в Камбодже, может быть, посещали такой храмовый комплекс Ангкор-Ват. Вот как раз во Вьетнаме вот эта часть этой культуры, можно сказать, что это вьетнамский Ангкор-Ват. Только, конечно, в миниатюре, потому что в Камбодже там вообще огромный храмовый комплекс. И, кстати, если вы помните, старый польский фильм «Заклятие долины змей», он снимался именно здесь. Когда мы гуляли среди этих руин, было ощущение, что время здесь остановилось. Тишина, влажный воздух и звуки джунглей создавали особую атмосферу. К сожалению, часть храмов была разрушена во время войны, но то, что осталось, по-настоящему впечатляет. Сейчас Мишон включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место обязательно стоит посетить, если вы интересуетесь историей, культурой или просто хотите почувствовать дух древнего Юго-Востока. О, да, подпорки стоят уже. Так что, друзья, кто хочет побывать во вьетнамском Ангкор-Ват,
Пока он не развалился окончательно, приезжайте. Подпорочки стоят, башенка такая еле держится. Друзья, здесь, конечно, очень жарко, но я рекомендую одеваться так, чтобы были закрыты руки и ноги, потому что здесь много всякого ползает и в траве, и летает. Здесь и огромные муравьи, и огромные осы земляные, которые очень опасны. А также, конечно, может быть и змеи, и пауки, и все что угодно. Поэтому лучше кроссовки, какие-то брюки легкие, кофта и обязательно вода холодная и зонт, если есть возможность. Ну или, конечно, шляпа. Ну и, конечно, вот такая красота. Пожалуйста, вам вьетнамский Ангкор-Ват. Красиво, но безумно жарко. Вот, друзья, мы сейчас уже возвращаемся назад. Очень рекомендую. Здесь есть две дороги. Выбирайте всегда верхнюю дорогу, потому что она хотя бы немножечко продувается ветром. Снизу там вообще нет ветра, ничего не шелохнется. Настолько жарко, что даже птички купаются. Вот такое у нас получилось в этом году небольшое путешествие по Вьетнаму. Надеюсь, вам было интересно. Я желаю всем всего самого наилучшего и до новых встреч на моем канале. Пока!